Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня будет небольшое видео о борьбе с катушками в моем аквариуме. Я проведу такой небольшой эксперимент. Вот покажу вам сейчас, сколько их. Это уже после того, как я их отобрала. Уже, наверное, штук 100 выбрала отсюда. Вот покажу, сколько их. Вот. Много их у нас в аквариуме. И вот эти вот катушки, как мне посоветовали, можно бороться с ними с помощью улиток Хелен хищных. И сейчас мы запустим сюда 10 улиток Хелен, которые я сегодня купила. И через месяц, а для вас это будет через несколько секунд, мы покажем вам, что же у нас получилось. Съели ли Хелены этих катушек или нет. Сейчас я вам покажу улиток Хелен, которые мы купили. Вот теперь начинаем мы борьбу с улитками-катушками в моем аквариуме. Проведу такой эксперимент. Вот. Сниму вам сначала видео, как я их запускаю, и где-то через месяц уже сниму видео и покажу количество катушек, которые остались после того, как я запустила улиток Хелен. Мама. Да, вот такие вот улитки Хелены. Их 10 штук. Я купила на аквариум объемом 54 литра. Очень много катушек в аквариуме, как вы видели. Катушки такие улитки. Да. И вот сейчас мы запустим в аквариум вот этих 10 Хелен. И потом я сниму видео и покажу, все-таки это эффективный метод борьбы с катушками оказался или нет. Вот, запустили мы улиточек в аквариум Хелен. И теперь будем ждать результат. Вот 10 улиток Хелен в аквариуме. И через месяц я вам покажу и расскажу, к какому результату приведет заселение этих улиток в аквариум. Смогут ли они побороться с таким количеством улиток-катушек у меня в аквариуме. Все, через секунду. Оставайтесь со мной, через секунду вы увидите уже результат. И вот я опять с вами. Прошло уже 17 дней с того момента, как в этом аквариуме появились улитки Хелены, которые по совету должны уничтожить всех катушек. Но я так надеюсь. Я купила их 10 штук. И вот сейчас я покажу, какой результат. Я опять также продолжала их вынимать руками, но их стало меньше. Сейчас я вам покажу. Но, конечно, огромного результата я не вижу, так чтобы вот массово уничтожались улитки, но вот покажу. Начали появляться пустые ракушки. Вот здесь вот 2. Вот одна пустая. Это значит, такие они едят. Раньше такого не было никогда, чтобы были пустые ракушки. Вот. Ну, в общем счете, если так посчитать, то пустых ракушек, наверное, штук 15. Вот где-то так получается за 17 дней. Ну, может быть, я где-то что-то не вижу, ну, максимум 20. Это вот весь результат, которого удалось достичь. И что самое интересное, еще вот на прошлой неделе, считаю, что 2 недели как прошло, я видела в аквариуме этих улиток Хелен, они мне везде попадались, а сейчас вот специально перед видео я уже заглянула под каждый там кустик, но как-то я что-то их не вижу, как-то они куда-то пропали, не знаю. Ну вот, подожду до конца месяца, посмотрю, как дальше будут продвигаться дела.
И надеюсь, все-таки они еще живы. Ну, потому что вот еще 2 дня назад я их видела. Сейчас куда-то они пропали, не знаю. Вот такие вот результаты. Так что это, я сейчас могу сказать, что это не очень эффективный способ удаления катушек. Он может помочь, да, если механически, да, ну, там, вынимать руками. И есть еще, я знаю, совет про подсушить шкурку банана. И эту шкурку положить на дно чем-то, ну, каким-то камушком придавить. И через некоторое время, через пару часов, все эти улитки сползутся, ну, большая часть этих улиток сползется на шкурку от банана. И вот так вот как бы достать эту шкурку банана, естественно, выбросить с этими улитками. Это немножечко упростит задачу сбора, так как собирать их по всему аквариуму очень сложно. И если вот бороться такими способами, я думаю, что просто уже тогда остаток улиток, которые маленькие там появляются, и в этом уже, да, помогут улитки Хелены. А так, чтобы вот, я не знаю, какое количество их надо запустить, не знаю, штук 100, наверное, чтобы они уничтожили всех катушек. Ну вот у меня 10 на аквариум 54 литра, ну как-то вот... Прошло 17 дней, и всего лишь там 15-20 ракушек осталось пустых, то есть 15-20 улиток удалось уничтожить. Ну, вот как-то так. Ну, я с вами не прощаюсь. Еще в конце месяца я сниму вам и покажу результаты. Вот, прошел месяц с того момента, как я запустила улиток Хелен для уничтожения катушек. Вот, покажу. Их не видно вообще. Они прячутся в грунте, Хелены. Ну, на ночь, вот вечером они выползают. Вот ее там видно. Вот она полосатенькая. Под корягой. Вот еще одна. Вот она. Прячется. Также вылазит из грунта на ночь. И вот, смотрите, сколько пустых ракушек появилось. Достаточно много появилось пустых ракушек. Но все-таки вот они. Они не исчезают. Я их и руками вынимаю. И все равно они, в общем-то, в большом количестве прибывают. Вот их очень много. Вот они. И вот ракушки пустые. Это вот точно видно, что Хелены справились с ними. Вот, видите, живые. В общем, много их. Вот они. Это учитывая то, что вот месяц 10 улиток у меня. Хелен борются с ними. И я где-то раз в 2 недели вынимаю, ну, наверное, штук по 30. Так что, в общем-то, для такого объема аквариума у меня 54 литра. 10 улиток маловато. Может, конечно, если пройдет полгода, и таким способом я смогу добиться, в общем-то, полного уничтожения их. Но вот мне еще посоветовали положить на дно кусок огурца. Но сейчас у нас зима, вот начало марта, и я как бы не рискну огурцы с нитратами в аквариум бросать. Но вот как только появятся уже нормальные огурцы, я воспользуюсь этим советом и посмотрим, если, конечно, к тому моменту еще останутся улитки, а я думаю, они останутся, и тогда покажу вам эксперимент еще с огурцом. Ну вот, мое мнение какое, что для такого аквариума в 54 литра надо 20 улиток. Ну, минимум это 10 улиток. Так что вот такое видео я вам сняла. Показала всех улиток, которых удалось уничтожить. Вот они. Вот.
Вот они, ракушки все валяются. Ну, в общем-то, и все. Все, что я вам хотела рассказать и показать. Вот такое вот небольшое видео о том, как я боролась с улитками-катушками. До скорых встреч на моем канале. И всем пока-пока.